Время авторской программы экономиста Михаила Хазина на радио «Спутник». И сразу назову вам телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы. +7 495 95 91 2. Также свои вопросы можете писать в телеграм-канал радио _, «Спутник». Ну и все эти вопросы и, разумеется, те темы, которые мы будем обсуждать, мы адресуем Михаилу Леонидовичу Хазину, который, я так понимаю, находится уже с нами на прямой связи. Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Здрасте. Михаил Леонидович, вот первая тема, это, конечно, встреча Михаила Мишустина, премьер-министра Российской Федерации, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где было объявлено, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 триллионов рублей, и это рекорд, и экономика России продолжает расти, и темпы роста в декабре 4,5%. Одновременно с этим китайские медиа называют экономические достижения России, вот сегодня вышла статья в одном из изданий, чудом. Вот буквально так. И здесь, конечно, хочется услышать ваш комментарий. Почему это чудо, по мнению Китая, и как вы сами оцениваете вот эти цифры? Ну, я бы сказал, что чудо было в конце 2002 начала 2003 года, когда инфляция упала практически до нуля, может, даже меньше. То есть было некоторое ощущение где-то в феврале, начале марта, что даже дефляция началась, и был явный экономический рост. Насколько я его ожидал и писал об этом еще осенью 2022 года, что может получиться экономический рост, мне это было особенно приятно. С тех пор Центробанк и Минфин разыграли трехходовочку. Сначала девальвировали рубль, потом под это дело выросла инфляция, и под выросшую инфляцию подняли ставку. И тут я усомнюсь в том, что у нас сейчас экономический рост. Нужно при этом учесть, что, вообще говоря, ВВП – это бухгалтерский показатель. По этой причине им можно играть туда-сюда, и это, в общем, не очень важный инструмент, с помощью которого можно оценивать ситуацию, потому что он очень сильно от методики зависит. В нашей ситуации важнее всего, безусловно, инфляция, потому что чем ниже инфляция, тем выше ВВП. Это просто вот такие вот сообщающиеся сосуды. Если вы занижаете инфляцию на 4%, то ВВП подскакивает на 4%. Но там есть небольшие поправочные коэффициенты, но они маленькие. Вот. И по этой причине я склонен считать, что на самом деле экономического роста у нас сейчас нет. Но у нас нет и спада. То есть в этом смысле экономическое чудо имеет место быть. Но это и естественно. Понимаете, у нас в стране совершенно колоссальный импорт. Причем импорт не только шир потреба потребительского, но и шир потреба промышленного. Всякого рода крепежный элемент, гвозди, прокладки и все остальное. Мы это тоже покупаем по импорту. И по этой причине, как только вы хотя бы чуть-чуть увеличиваете инвестиции, у вас немедленно сразу же возникает очень сильный мультипликативный эффект. Потому что у вас появляется новое производство, под него появляются новые финансовые потоки, появляются новые налоги и так далее и тому подобное. И, собственно, вот именно это было причиной экономического роста конца 22-го, начала 23-го годов, когда Мишустин, нужно отдать ему должное, начал резко увеличивать бюджетные инвестиции. Сегодня ситуация значительно хуже. У меня очень много корреспондентов, которые занимаются реальным производством, они говорят, все начинаем закрывать, потому что при стоимости оборотных денег 25-28% ничего производить нельзя. То есть импорт будет расти. И в этом смысле это главная причина, по которой я не верю в экономический рост. Я просто слишком хорошо знаю, как много производств закрывается или то, что называется «на ладан дышит». Но нужно при этом понимать, что это вполне себе внешняя логика. То есть нам говорят следующее. Поскольку вы являетесь частью Бреттон-Вудской системы, мировой, долларовой, то будьте любезны соблюдать правила. Если вы не хотите соблюдать правила, выходите, отказывайтесь от доллара вообще. Сегодня эта ситуация усложняется еще одним обстоятельством, крайне интересным. Дело в том, что
все наши либеральные чиновники – это дети и внуки Гайдара. То есть это все как бы либо ученики Гайдара, либо ученики учеников Гайдара, ну или соратников. Да? Набиуллина ученица Ясина, который был ее научным руководителем в университете. Ясин – ближайший соратник Гайдара. Силуанов – это как бы человек, выросший под Кудриным. На самом деле он в Минфине-то появился раньше Кудрина. Я его помню еще году в 95-м. Он тогда был, по-моему, замначальником отдела. Вот. И, соответственно, он... Но все равно он как бы всю карьеру делал под Кудриным, который вернейший соратник Чубайса, и они оба участники семинара Гайдара, да, в 80-х годов. И, соответственно, они все выросли в 90-е годы под патронажем Клинтона. А в Соединенных Штатах Америки пришел к власти Трамп, который отчаянный противник Клинтона. Он уже приходил один раз к власти в 2017 году. И тогда я писал, что если Трамп сумеет стать настоящим, так сказать, настоящим президентом, он, безусловно, пытается с клинтоновской командой у нас бороться. Но тогда пострадал только Улюкаев, который лишился и должности, и свободы, а все остальные как-то удержались по банальной причине, потому что Трамп оказался слабоват. Сегодня он себя ведет куда более активно, ну, собственно, и поддерживает его значительно больше сил, чем тогда. Достаточно упомянуть типа, тройку богатырей из PayPal, Тиль, Маск, Сакс. И по этой причине я не исключаю, что он будет требовать от нас на переговорах увольнения. Не потому, что он испытывает какую-то личную неприязнь к Набиуллиной, к Силуанову. Он вообще имен-то таких, может, и не знает. Но он знает точно, что это люди Клинтона, которые ему вставляют палки в колеса непрерывно. И при этом, если еще учесть, что Клинтоны пытаются установить как бы свою позицию посильнее в Евросоюзе и в Брюсселе, и в Германии, то, соответственно, все это вместе создает очень сложную конструкцию. То есть, ну, собственно, если вы посмотрите, то вы увидите, что партия «Альтернатива для Германии» в Германии – это партия на сегодня трампистов. Партия Илона Маска. Да, совершенно верно, да. Значит, социал-демократическая партия и зеленые – это либералы такие откровенные, лондонского толка, а, соответственно, ХДС, ХСС – это вот клинтоновская команда. И между ними идет такая очень сложная схватка. Чем это все закончится, я не знаю, но это тоже важная часть. То есть я бы сказал так, что сегодня изменение кадровое, финансово-экономического блока в правительстве в широком смысле этого слова, включая Центробанк, из чисто экономического вопроса стало вопросом политической расторговки. И по этой причине у Путина и у Мишустина создалась сложная ситуация. С одной стороны, они все понимают. Собственно, Мишустин непрерывно борется, он все время пытается увеличивать инвестиции, но он имеет возможность только бюджетно увеличивать, что он и делает. А с другой стороны, они не могут, например, сказать: ребята, это все вранье в цифрах, потому что цифры контролирует у нас та же самая либеральная команда, Росстат под Решетниковым, и по этой причине у них есть два варианта. Либо они говорят: это вранье, но тогда нужно увольнять Решетникова, руководство Росстата и так далее. А это элемент политической расторговки, поэтому увольнять сейчас нельзя, надо подождать. Это с одной стороны. А с другой, подтверждать эти цифры они тоже не хотят. Поэтому они все время говорят: вот официальные цифры, официальные цифры. А в реальности, если вы посмотрите, то Путин говорит Мишустину: надо любой ценой сохранять объем инвестиций.
Михаил Леонидович, а получается, вот из ваших слов, правильно я вас понял, что Трамп увязывает свою внутреннюю повестку, вот вы сказали про возможные переговоры с Путиным на эту тему, с повесткой российской. Есть он какую-то связь, то есть для него важно, что будет происходить в России, в том числе и с направлением, с вектором развития. То есть здесь прямая увязка. Вот смотрите. Соединенные Штаты Америки зависят от всего мира. По банальной причине, потому что, во-первых, мировая долларовая система, которую поддерживают США своим ресурсом. И это им, Соединенным Штатам Америки, обходится все дороже и дороже. Это видно потому, что падает доля американской экономики в мировой. Последняя цифра, которую предъявил Мировой банк и МВФ, это было, по-моему, в ноябре, уже меньше 15%. Или в декабре, не помню, но неважно. Уже меньше 15%. То есть, фактически, что получается? Соединенные Штаты Америки печатают деньги, которые ложатся долгом на американских налогоплательщиков. Как они ложатся, это другой вопрос. Это технологическая штука. Но на эти деньги жирует весь основной мир. И у них же в Соединенных Штатах Америки есть команда, которая пытается это сохранить. А Трамп говорит, нет, сделаем Америку снова великой, то есть восстановим промышленно-экономическую мощь Соединенных Штатов Америки. И Трамп очень активно пытается это сделать. А у него пока не получается. Почему? Потому что финансовый сектор более рентабелен, чем промышленный, никто не хочет в него вкладывать. То есть аналогия прямая, да, между тем, что там, и тем, что здесь. Вы это имеете в виду? По этой причине. Ну и кроме того, он разругался с Евросоюзом, которому он обещает повышать пошлину. Он разругался с Лондоном. Он разругался с Клинтонами, он разругался с Китаем, которому повышил пошлину. И единственное, с кем он пока не разругался, это Россия. Потому что санкции вводил не Трамп. Хотя начинал-то еще Трамп, но все равно. И в этой ситуации, конечно же, он очень заинтересован в том, чтобы в России роль вот этих вот ребят, клинтоновско-лондонских, была как можно меньше. И ради этого теоретически он готов платить. Чем платить? Понятно, чем. Он должен платить официальным признанием того, что новые территории такие российские. То есть политикой. И вопрос в том, да, политикой. Где пройдет линия фронтира? Вот это вот ключевая часть. Но есть еще одна вещь, встреча Путина с Мишустиным, который подтекст очень интересный. Тот же Трамп только сейчас начинает понимать, что старая модель экономики больше не жилец. Вы даже назвали это откровением у себя в Телеграм-канале. Да-да-да. Оздоровить старую модель. Вот мы сейчас излишнее воровство уберем туда-сюда и сделаем Америку снова великой. А Путин уже много лет говорит одно и то же. И он это и на встрече с Мишустиным он это фактически сказал. Ребята, жить надо по-новому. Понимаете? Вот как жить по-новому? Да, вот мы пытаемся это объяснить. Да, вот 22 февраля будет годовая конференция фонда Хазина, где мы будем про это рассказывать. Потому что куда деваться? Более того, пришлось даже изменить планы. То есть мы хотели сделать в основном упор на всякие политологические штуки, а потом стало понятно, что нет, надо разговаривать про технологии, про искусственный интеллект, про государственные инвестиции и про все остальное. Вот про это. Собственно, я описывал, да, что есть сегодня 3 кита, на которых будет стоять экономика в ближайшие годы. И государственные инвестиции, и искусственный интеллект – это 2 из них. Вот это принципиально важные вещи. Все, эта модель закончилась. И мы на самом деле как раз, я думаю, вот это китайцев и поразило. Что мы уже смотрим в будущее. А все остальные, включая китайцев, смотрят пока в прошлое.
На этом фоне буквально сегодня пришла новость о том, что Трамп анонсирует новые пошлины в 25% на сталь и на алюминий из всех стран, а при всем при том, что основными экспортерами стали в США являются Канада, Мексика и все тот же Китай. То есть, с одной стороны, вроде как Трамп сначала прогнул своих соседей, ну, с Китаем отдельная история, а потом что-то, о чем-то договорились, что-то отменили, а теперь это как бы новая волна действий Трампа. И у меня вот какой вопрос. Вы написали про откровение для Трампа, изменения в мировой экономике. То есть, получается, он действует по наитию? У него нет четкого плана? Нет, там все хитрее. Он же говорит, вернем обратно величие Америки, то есть промышленность. Вспомните, с чего начиналась индустриализация в СССР. С металлургии. А там она закончилась. А там она закончилась в Америке, да? в Америке она закончилась. Понятно почему. Потому что, когда у вас и сырье, и энергия, и рабочая сила сильно дешевле в других местах, идиотом надо быть, чтобы производить в Америке. Трамп говорит, давайте закроемся таможенными пошлинами. Ну, говорят, Фредыч, ВТО нельзя. Говорит, а мне плевать на это ВТО. И вообще, как бы, будут себя плохо вести, выйдем из Бреттон-Вудских соглашений. Я напоминаю, что Бреттон-Вудские соглашения, это, собственно, там была привязка доллара к золоту, но это как бы вещь совершенно несерьезная. А главное, это экономическая модель, и как бы регуляторами этой модели были 3 базовых института. МВФ, Мировой банк и... Ну, тогда еще было не ВТО. Сначала сделали Генеральное соглашение по тарифам и торговле. ВТО возникло в 1991 году. Но это не важно совершенно. Важно, что это вот 3 вещи. Да, невозможно контролировать денежную систему, если ты не контролируешь рынки. Значит, Трамп фактически говорит, контроль над рынками американскими должны осуществлять Соединенные Штаты Америки. И в этом смысле Канада и Мексика как раз, он как бы пытается объяснить, что, ребята, мы должны сделать единый рынок. Эта тема уже всплывала давно. Вот. Ну, посмотрим, что у него получится. Тут есть разные тонкости. Но дело не в этом сейчас. А дело в том, что он хочет вернуть обратно металлургию в США. Я вам отвечу, что до тех пор, пока существует нынешняя долларовая система в нынешнем формате, это невозможно. Слишком дорого. А отсюда следующий вопрос, о котором вы тоже говорили, про объявление Трампом, по сути, войны Федеральной резервной системе. Это ведь, получается, одно из другого прямым образом вытекает. Значит, надо и эту доломать, и эту структуру. А может быть, она вообще ключевая с этой точки зрения для Трампа? Он даже еще хитрее. Обратите внимание, когда Трамп был первый раз в Белом доме, цифровики все были против него. А теперь, значит, 3 богатыря из PayPal, Маск и Сакс, они за него. И вот тут-то мы вспоминаем, что в отличие, скажем, от ныне покойного Джобса, в отличие от Цукерберга, в отличие от Билла Гейтса, Тиль, Маск и Сакс из PayPal, а PayPal – это проект пентагоновский. Это DARPA. То есть, иными словами, это люди, которые представляют интересы очень старых американских элит, которые появились до того, как банкиры сделали ФРС. И есть гипотеза, она, разумеется, ее как бы подтвердить сложно, но она такая очень убедительная, что эти ребята обещали своим, значит, вот сюзеренам, что они заменят долларовый эмиссионный центр на цифровой. И дальше они тренируются. Значит, они тренировались, ну, это опять-таки версия, они тренировались на Аргентине с резким сокращением бюджетных расходов. И вот вам как бы Маск, да? А с другой стороны, они сейчас тренируются по введению разного рода цифровых активов в расчете на то, что удастся ими заменить доллар. И вот в этом смысле, конечно же, идет война. Отмечу, это не война Трампа, это война тех людей, которые поставили на Трампа, и причем не так давно. Обратите внимание, очень долго казалось, что Трамп еле-еле держится в схватке
с альтернативными либеральными группами. И вдруг за 3 месяца до выборов опаньки. Кстати, не исключено, что именно поэтому в Трампа стреляли, потому что он был, в общем, безопасен. Все понимали, 50/50, но мы там тут подкинем, там подтасуем, и все будет хорошо. И вдруг неожиданно стало понятно, что за Трампа начали вписываться довольно большие силы, очень грозные. И вот тут было решено Трампа убрать. И не вышло. Так вот, мне кажется, что вот эта вот мысль убрать доллар, она витает в воздухе. Но вот как они это будут делать? Дело в том, что доллар, кроме там МВФ, Мирового банка и ВТО, это еще и рейтинговые агентства, это аудиторские компании, это консалтинговые компании, это колоссальный объем инфраструктуры, который нет у этих цифровых ребят. И им будет очень трудно договориться, потому что это, все вот эти структуры – это альтернативная команда. Они не будут договариваться. То есть тут сейчас очень сложная картина. Кстати, тем, кто сейчас испугался и будет говорить, сейчас надо сбрасывать доллары, у нас в планах эта тема есть, но на всякий случай не спешите. Это еще непонятно, чем это все закончится. Нет, если у вас там 3 миллиона наличных долларов, то уже их пора постепенно на что-то менять. А если у вас 3000 наличных долларов, расслабьтесь. У нас сейчас остается 2 минутки до новостей. Это то, о чем то, о чем вы сейчас говорили, вы это называли как раз историей частичного дефолта, я правильно понимаю? Да, совершенно верно, да. То есть в данном случае я просто боюсь, что мы перейдем с вопросами наших слушателей. Они есть и в телеграм-канале, в нашем уже есть вопросы. Они большей частью, конечно, адресованы. Они имеют такое внутрироссийское свойство по понятным причинам. И поэтому вот эту тему хотелось бы как раз вот тут закруглить. В этом у меня вот еще уточнение хотелось бы от вас услышать. Война и вообще, война, я так ее называю условно, в кавычках, с Федеральной резервной системой, это критическое, на ваш взгляд, условие для победы Трампа над своими врагами, противниками внутри США? То есть без этого не победить? Никуда не деться, да, разумеется. Это главный ресурс этих самых врагов, и пока они его контролируют, победить их практически невозможно. Их можно чуть-чуть ослабить, но победить невозможно. Другое дело, что для того, чтобы убрать эту самую ФРС, надо предложить какую-то альтернативу, а вот на это пока никаких предложений нет. И кроме того, у Трампа есть сильная слабость, все от него ждут начала экономического роста, и они все надеются, что вот весной вот-вот-вот-вот не будет вот-вот-вот, экономический спад будет продолжаться в мире. Я просто про это много пишу в макроэкономических обзорах фонда Хазина, особенно вот в последнем, за последние 2 недели вышло много очень данных, которые показывают, что дела там не ахти. Михаил Леонидович, прервемся сейчас на новости. Я напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 и 2. И наш разговор с Михаилом Хазиным продолжим сразу после новостей. Мы продолжаем наш разговор в авторской программе Михаила Хазина с Михаилом Леонидовичем. Михаил Леонидович, вопрос хотелось бы ненадолго сейчас вернуться к международной повестке, а потом перейти вновь на российскую, тем более, что вопросы приходят на наш телеграм-канал «Радио _Спутник». И есть интересные, на мой взгляд, вопросы, именно связанные с тем, что происходит в России. Но чтобы закончить эту тему, все-таки еще немного про Европу, потому что мы про нее еще сегодня не говорили. Есть совершенно грозные заявления европейских чиновников от Евросоюза, это и Каллас, и фон дер Ляйен, в особенности на фоне выхода Прибалтики из энергетической системы России и Беларуси. Есть рост правых движений в Европе, и есть вот этот вот самый конгресс, съезд правых сил, который только-только прошел в Мадриде. Впрочем, у нас есть и телефонный звонок, поэтому прерву свой вопрос и дам возможность задать вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Николай, Пермский край. Николай. Здравствуйте. Михаил Леонидович, можно вопрос задать? Конечно, задавайте, вы в эфире. Михаил Леонидович, слушая вас и Стафьева, я понял, что страны с активной позицией, Израиль, Турция, обеспечат себе более лучшие позиции в мире после постимпериалистической перезагрузки. А у США теперь суперактивная позиция.
Да-да-да. Такое впечатление, что Трампу генерирует нестандартное решение искусственный интеллект. Поэтому первый вопрос несерьезный. Прокомментируйте, что будет, если Америка обратится с заявлением о вступлении в БРИКС. Ну, то есть, вторая экономика мира, союз, который создан для взаимовыгодного развития экономик. Ну, вы знаете, эта штука такая тонкая, я бы сказал, деликатная. Дело в том, что для того, чтобы это можно было такого рода комбинацию разыграть, нужно себе представлять точно расклады. Обратите внимание, расклады меняются. Си сказал, что он приедет на 9 мая. Это очень важный ход геополитический. Обратите внимание на то, как ослабевает Турция. И, ну, в общем, это и понятно. При инфляции внутренней 70%, куда уж тут особо не подрыгаешься. Очень много разных в этом смысле приходит новостей. Вот сегодня Евстафьев опять на своем закрытом канале очень интересно опубликовал вещи, которые как бы имеет смысл рассматривать, в том числе о роли Азербайджана. Но самое главное другое. Какая будет модель будущего? Пока мы не готовы решать этот вопрос. Нам нужна убедительная победа на фронтах украинских, и это сложно. Я сейчас не буду влезать в детали. Реально сложно. А нам нужна более выраженная и понятная дипломатия, потому что очень многие дипломаты российские на самом деле являются представителями либеральной команды, поскольку они выросли в те же самые 90-е и 2000-е годы. Ну и так далее и тому подобное. Что касается Трампа, он настолько связан по рукам и ногам разными, сложными и противоречащими друг другу силами, что говорить о том, что он там попросится в БРИКС, смысла нету. Вот, понимаете, он сначала должен разобраться со своими задачами. Вот если, соответственно, Маск с Тилем и Саксом прибегут к нам и скажут: ребята, а давайте вместе делать единую цифровую валюту, а этих пошлем. Ну, как бы, кто эти, тоже есть разные варианты. Это, да, вот эта мысль возможна. Поэтому я бы сказал так: до тех пор, пока не виден четкий образ будущего, говорить о таких резких шагах. А вот, кстати, Рубио может к нам приехать на 9 мая. Или тот же Маск. Это будет очень интересно. И красиво. Ну, опять-таки, под какой план? У нас есть еще один звонок. Пока у нас есть звонки, я свой вопрос задавать не буду, потому что звонки в первую очередь, конечно. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Задавайте вопрос. Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Александр, Владивосток. Михаил Леонидович, рад вас приветствовать. Как-то мы даже встречались с вами во Владивостоке. У меня вопрос такой. Вот ситуация такая интересная сейчас создается в мире. Всего такого много. Вот. Ну и строим корабли, ледоколы. Вот. Колем лед. А идея такая, если бы как-то вот прокомментировать, проложить мост между Беринговым проливом, тем более 2 острова там есть. Вот. Мы бы и китайцев подтянули, по-моему, было бы инвесторов очень много. Я бы спешить не стал. Мне кажется, что интереснее построить мост на Сахалин, ну или тоннель, а потом с Сахалина на Хоккайдо. Вот это было японцы, бы... А там целый континент. Но я не нам японцы важнее. Нам сейчас японцы важнее. Ну, значит, 2 моста надо строить. Был такой мультфильм, где строили мост. Это большой ресурс. Идея почему-то никто... Ну, вот смотрите, есть Тихоокеанская железная дорога, вот ее сейчас сделали, да, на деньги частной компании. Вот. Если по северу провести железную дорогу, соединиться 2 континента,
Ну, в принципе, почему бы нет? Китай такие товарищи, они бы как раз бы туда бы и подтянулись. Вот, а мы бы за транзит брали бы деньги и жили бы счастливо. Ну вот приедет Си 9 мая, надо будет с ним поговорить. Спасибо вам большое за вопрос. Михаил Ильич, вернусь все-таки к Европе. Да. Так вот, правые движения растут, становятся все сильнее и сильнее. Прибалтика откололась от энергетического сектора России и Белоруссии. Фон дер Ляйен делает такие бравурные заявления относительно того, что вот они теперь свободные и независимые. И при этом экономический спад в Европе, который подтверждается самой разной статистикой. На ваш взгляд, как вы видите, вот на ближайшее время, вы много об этом рассказывали, продолжение вот этого падения Европы, насколько оно неизбежно и насколько быстрым оно теперь будет, вот уже в этом 25-м году вы все время называете его решающим. Интересно услышать ваше мнение. Ну, Прибалтика в экономике Европы, Евросоюза играет роль несерьезную, тем более она дотационный регион, поэтому и хрен бы с ней. Я думаю, что закончится все тем, что Прибалтику нам отдадут. Причем в таком наиболее омерзительном состоянии, да, типа «кормите теперь это сами». Вот. Но, разумеется, есть линия Брюсселя, который очень ее хочет удержать, есть линия Соединенных Штатов Америки, которым, по большому счету, наплевать. Но все дело в том, что Евросоюз удержать невозможно. Потому что та модель, которая была, что это колоссальный рынок для Германии, больше не работает, потому что из-за того, что Германия отказалась от дешевых ресурсов, она стала производить сильно более дорого, и это никто не покупает. Вот. А китайские аналогичные товары, если можно, покупают. Фактически в Восточной Европе сейчас речь уже идет только о еде и штанах. Знаете, у меня есть знакомые, у которых там, у кого квартира в Праге, у кого в Будапеште, ну или вообще в Венгрии, да, там домик на озере Балатон и так далее и тому подобное. Они все говорят, что там тотальная нищета. Просто тотальная. Вот. И, например, жить на зарплату в квартире в двухкомнатной в Праге невозможно. Просто не хватает денег на все платежи. То есть, фактически речь идет о том, что всю советскую инфраструктуру они, наконец, угробили. И тут-то выясняется, что жить они не могут по-старому. Значит, они должны впадать в ту нищету, в которой они жили в конце 19-го, начало 20 века. Ну, в Праге и в Венгрии было чуть получше, потому что это была Австро-Венгрия. Но в деревне там жила в тотальной нищете, как и Румыния, и Болгария, и все остальные. Посмотрим, что из всего этого получится. Удержать эту штуку невозможно, потому что из-за падения экономики поддерживать спрос невозможно. А если спрос падает, то падает и экономика, потому что модель-то была, что это внутренний рынок. А внешний рынок, вон Соединенные Штаты Америки пошлины объявляют. Вот ведь нехороший. Ваше «посмотрим» так хищно прозвучало. У нас... куда деваться? Да. У нас еще звонок. +7 495 95 95 91 2. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и задавайте вопрос. Добрый день, Юрий, Москва. Михаил Леонидович, я сегодня уже утром задавал вам вопрос про цифровой рубль. Вы с точки зрения мировой мне ответили. Но меня не интересует, в принципе, мировая точка зрения. Меня интересует, что конкретно, какие опасности или преимущества, или и то, и другое цифровой рубль несет для меня и для граждан России. Да и независимо от того, ведут его, не ведут, в принципе, вот теоретически, чем он нам грозит или не грозит. Да вам-то какая разница? Ну, как жизнь... какая разница? Веду цифровой рубль, вдруг меня цифровым рабом условно, я примитивно сейчас говорю, сделаю. Бога ради, вас и так делают цифровым рабом. Когда вам, соответственно, во время карантина, если вы заболели, вам могли позвонить в 3 часа ночи и потребовать, чтобы вы прислали свою фотографию. Причем мне это очень сильно не понравилось. Доходило до смешного. Вы меня простите, конечно, я просто не могу не рассказать историю. У меня есть товарищ, у которого был ковид. Причем он один живет. И к нему пришли врачи и сказали: вы знаете, такое дело, поскольку у вас ковид, мы вам будем звонить, и вы должны будете присылать селфи.
Он говорит: вы знаете, я не могу вам присылать селфи. У меня кнопочный телефон, там вообще фото нету. И говорят: мы вам его дадим. И через 2 часа приезжает курьер и абсолютно безвозмездно, то есть даром, оставляет коробочку со смартфоном. Но он как бы коробочку проигнорировал. Через 3 недели, он уже давно выздоровел, все в порядке, туда-сюда, звонок. Простите, пожалуйста, а мы вам давали вот смартфон. Он у вас остался? Он говорит: у меня было непреодолимое желание сказать нет. Но я, прикинув, на сколько денег мне дали лекарств, я сказал: да, конечно, остался. Если хотите, приезжайте, забирайте. Они приехали и забрали. Понимаете? Тут как бы это все... Ну, у нас как бы страна странная, да, но я хочу сказать, что все вот эти вот цифровые штучки, вы уж меня простите, конечно, но уже сейчас вы-то этого не знаете, но определение человека по лицу в Москве стоят на фонарях камеры, и ваше передвижение известно с точностью до миллиметра. И при этом мы еще пока не дошли до такого состояния, но скоро дойдет, когда ревнивая жена сможет за деньги купить график вашего передвижения. И смех, и грех. Вашей машины. Я абсолютно без шуток. Вот такая вот история. Поэтому тут никуда не деться. Что касается, собственно, цифровой валюты, ее можно использовать и в пользу, и во вред. Тут есть разные варианты. Главное только, чтобы она была наша, а не ихняя. Меня-то, собственно, волновало, что она ихняя. Но если вы хотите, как можно использовать цифровые технологии, приходите 22 февраля на конференцию фонда Хазина. Мы там специально на эту тему будем разговаривать. Теперь вопрос на злобу дня из нашего телеграма, радио, _, «Спутник». Завтра слушание по стратегии образования. Люди просят повысить зарплаты врачам и учителям, так как их острая недостаточность. Есть ли на это средства? И тут второй вопрос на эту же тему. Как видит Михаил Леонидович, есть ли средства в стране повысить не до МРОТ, это я цитирую, а до средней зарплаты и выше по городу-региону? Тут главное, видимо, есть ли средства. Ну, вы знаете, давайте прикинем, сколько платят родители репетиторам из-за того, что плохие учителя. А плохие учителя из-за того, что им учить не дают. Потому что их заставляют, они фактически являются такими вот чиновниками, которые пишут сплошные отписки. Вспомните советскую власть. Все методисты сидели в районных отделах народного образования. Верните их туда. И пускай там сидят методисты и пишут планы. А учителя должны, соответственно, вести уроки и работать с детьми. И тогда, и при этом еще нужно сделать так, чтобы зарплата директора школы не могла превышать зарплату учителей в 3, в 4, в 5 раз. Учитель должен зарплату получать. Ну, и так далее, и тому подобное. Вы поймите, что у нас такую же хрень сделали в 20-е годы 20 века. И потом понадобилась специальная комиссия под личным руководством Сталина в начале 30-х, которая эту ситуацию изменила. Это такой троцкизм в образовании. Ну, такие вот либеральные леваки. Это надо радикально менять. Да, и с врачами абсолютно такая ситуация. А с врачами вообще ужас. Потому что врачи не в состоянии, в принципе, работать с пациентами. У них есть там искусственный интеллект, они обязаны с ним все согласовывать, у них есть обязательные протоколы. Вот. Что-то улучшается. Ну, например, там еще лет 8 тому назад мою очень пожилую родственницу спасли, потому что приехавшая скорая помощь прямо на месте сделала кардиограмму, обнаружила начинающийся инфаркт, отвезли в больницу, и все, да, и без последствий. Вот. А с другой стороны, это не везде. Ну и потом все вот эти вот оптимизации привели к тому, что у тебя болезнь сегодня, а тебе предлагают записаться на бесплатное обследование или там лечение через 3 месяца. Понимаете, когда это предлагают онкобольным, да, это смешно. Ну и грустно.
Еще один звонок. Я думаю, что уже, видимо, сегодня завершающий. У нас 5 минут осталось. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Меня зовут Вадим. Я в эфире? Да, вы в эфире. Господину Хазину низкий поклон. Пытаюсь следить за его передачей. Мне очень интересно. Значит, 2 вопроса. Первый, наверное, он не сможет, но тогда на второй, так сказать, какой-то комментарий. Значит, 26 лет проработал в одном из старых университетов Москвы, занимался наукой. Теперь пенсия, вот текущая с января, там, 16,5 тысяч. Вот на этом фоне-то, да, когда вышел, так сказать, 10 лет назад на пенсию, там пенсия была 6700. На этом фоне там долги по ЖКХ там около 100 тысяч. И вдруг я обнаруживаю в квитанции, так сказать, внизу самым мелкими буковками такая надпись, что, так сказать, включил ли счетчик, короче говоря, и на текущий момент из этих там 100 тысяч, так сказать, больше 8 тысяч это проценты. Звоню, так сказать, пишу телегу, так сказать. Выходит на меня чиновник, я говорю, на основании какого закона вы включили счетчик? Она говорит, а нас попросили, мы и включили. Вот такой вот разговор. Значит, первый вопрос у меня, так сказать, то есть вот как бы господин Хазин, если он справится, так сказать, де юре, так сказать, это можно, не предупреждая человека, так сказать, просто взяли... Вадим, вам надо ускориться, а то просто мы не успеем ответа. Да, у нас 3 минуты осталось. Но это вопрос не ко мне, я все-таки не юрист. Второй вопрос, так сказать, то есть, возможно, вы прокомментируете как-то, но вот закрывают магазины дешевые, так сказать, вот буквально, так сказать, на днях там закрыли магазин, в котором творог стоил там, 200 рублей, условно говоря. Вчера прихожу в дешевый тоже магазин, так сказать, там цена творога уже 400 рублей. Как нам выживать пенсионерам при вот такой вот пенсии, так сказать, которую я назвал? Вопрос в размере пенсии, да? Я считаю, что это невозможно. То есть то, как это делается, людям выживать невозможно. Почему так делается? Потому что занимаются всем чиновники, которые в жизни не видели, соответственно, никакой реальной жизни. Они вот как бы, это как говорили в советское время, они видят мир из окна своих персональных автомобилей. Вне всякого сомнения, эту модель нужно менять. Потому что иначе это невозможно. Но вопрос в том, как менять и когда менять. Я думаю, что для этого должны произойти очень серьезные политические изменения, прежде всего в персональном составе большого количества органов власти. Тут то ли Салтыков-Щедрин, то ли Гоголь сразу вспоминается по этому поводу. Михаил Леонидович, у нас 1,5 минуты. Вот этот вопрос вас, вот я сейчас тоже цитирую, благодарю, Михаил Леонидович, хоть вы видите реальность, то, что там, не то, что там Кравцов, видимо, имеется в виду, не все занимаются своими делами, так хватит ли денег у страны на поднятие зарплаты? При правильной модели хватит. Точно, совершенно. Вот тут я могу сказать, я просто считал другие модели. Так что хватит. При нынешней модели нет. Это примерно та же история, как вы говорили про предложение вашего, у вас было, по-моему, кстати, у нас в эфире по поводу ипотеки. Да? То есть не ипотеки, а 3-комнатной квартиры для молодых семей. Я еще много чего предлагал. Например, есть такое предложение, которое, мне кажется, очень разумное. За каждого ребенка снижать матери пенсионный возраст на 5 лет. То есть, грубо говоря, если у женщины родила и вырастила 3 детей, она должна иметь возможность выйти на пенсию в 45 лет. И за каждого ребенка прибавлять минимальную пенсию. Если минимальная пенсия где-то 12 тысяч, то тогда, соответственно, за 3 детей должно быть плюс 46. Мне кажется, что это очень, очень разумно. 36. Виноват. Да. Что-то Михаил Леонидович, огромное вам спасибо. Время наше истекло. Это была авторская программа Михаила Хазина. Сейчас мы прерываемся на новости. С вами Александр Кузьмак, и скоро услышимся.